Всем привет! Это Rhythmic Gymnastics 101, и сегодня мы поговорим о том, как открыть свою школу в США, насколько сложный процесс, в чем отличие и каких подводных камней опасаться. И перед тем, как начать, хочу поделиться с вами радостной новостью. В предыдущем видео был фрагмент, в котором я говорила, что в местных правилах Федерации гимнастики США запрещают использовать музыку со словами, несмотря на то, что в международной гимнастике это ограничение было ослаблено еще в далеком 2013. Так вот, не знаю, как уж мои видео на это повлияли или нет, но со следующего года гимнастки получили право использовать музыку со словами. Пока только с английскими словами и только в одном упражнении, но все же победа. Вернемся к теме. Пожалуй, первое, что нужно понимать при открытии школы, это то, что в США таких понятий, как спортивные школы, DU США, SDShore и в целом госфинансирование в любом виде не существует. Совсем. Соответственно, на все 100% финансирования берут на себя родители. Или, в некоторых редких случаях, так называемые non-profit, то есть благотворительные организации. Такие, как, к примеру, YMCA. Да-да, теперь вы поняли, о чем эта песня. Религиозные учреждения или общины. Здесь нужно понимать, что наличие таких возможностей очень зависит от месторасположения региона. К примеру, в плотнонаселенных местах общины YMCA в целом будет больше по количеству, но, как правило, большинство из них и без того загружены другими занятиями, и даже если вам захотят помочь, просто физически не будет времени выделить помещение для тренировок или помочь финансово. Но опять же, все очень сильно зависит от места и, пожалуй, личной удачи и упорства в поиске таких сотрудничеств. И с этой же мыслью мы переместимся в следующий вопрос. Допустим, мы разобрались с финансами. Но где же взять помещение? Что же, кто ищет, тот всегда найдет. И если мы уже разобрались в том, что про такие арены можно забыть, то, пожалуй, одним из самых удачных стартовых вариантов будет присоединиться к уже действующему клубу по спортивной гимнастике. Конечно, это не то же самое, что и открыть свой собственный клуб, и ваши условия будут сильно зависеть от договора и в целом политики клуба. Но это хороший начинающий вариант, так как в клубе наверняка будет еще дополнительная работа в других классах по гимнастике, а также уже готовая начальная база клиентов. При таком варианте вам, скорее всего, не придется волноваться о закупке и содержании инвентаря, что значительно сэкономит первоначальный бюджет. Из минусов, как правило, потолки в залах спортивной гимнастики намного ниже, чем необходимо для художественной, что, скорее всего, не позволит вырастить гимнасток высокого уровня, а также ковер зачастую сделан из специального и слишком прыгучего для художниц покрытия, что грозит серьезными травмами стоп при профессиональном использовании. Но в целом, для стартового набора группы и собственного опыта это отличный вариант. Второй вариант – поделить зал с другим видом спорта. Конечно, в этом случае все тоже зависит от условий договора. Бывает, что гимнастика становится частью другого спортивного бизнеса, и, соответственно, в таком случае риски, бытовые обязанности и большие финансовые затраты берет на себя другой вид спорта. Но чаще случается 50 на 50 сотрудничество. В таком случае вы уже полностью сами распоряжаетесь своим бизнесом и своей командой, что однозначно дает большую свободу действий, и финансово это намного менее рискованно и намного более реально, чем снимать такое же помещение самостоятельно. Единственное, есть большая вероятность, что ваше расписание с другим видом спорта будут довольно часто пересекаться. Это означает, что или вам по очереди придется отделить зал, или бесконечно шуметь и мешать друг другу. Также большой проблемой будет то, что необходимо купить достаточно дорогой агрегат – ковер, а также базовый инвентарь – маты, стулья для растяжки, предметы для новичков и так далее. Еще, скорее всего, ковер придется все время раскатывать и закатывать, что ломает как сам ковер, так и спины тренеров, а также его необходимо где-то хранить. В общем, сложностей много, но это те неудобства, которые, наверное, большинство клубов рано или поздно прошли на своем пути. Другой, наверное, более очевидный и близкий нам способ найти помещение – это арендовать зал школы. Следующее правило очень зависит от закона выбранного штата, но зачастую договор на аренду спортивного зала нельзя заключить напрямую со школой или ее директором. А это значит, что даже если зал свободен, то нужно пройти определенный бюрократический круг, чтобы забронировать его через специальные сервисы. Что, во-первых, добавляет по финансам, так как за каждую бронь нужно платить свой сервисный сбор, так и просто головной боли и неуверенности в будущем. Сегодня зал есть, а завтра его могут и не дать. Плюс в школах очень часто встречается, что время после уроков занято школьными кружками или, к примеру, городскими командами или прочими благотворительными организациями, и найти такое помещение очень непросто. Также большой минус – это то, что ковер и инвентарь снова нужно где-то хранить. И зачастую школы не согласны оставлять ковры в залах, даже в свернутом виде, так как в зале или и без того мало места, или просто банально нельзя положить так, чтобы не перекрыть запасные выходы во благо пожарной безопасности. Но если указанные минусы удалось устранить, школа – шикарный вариант для развития своей, будь то профессиональной или рекреационной команды.
А также это довольно удобно платить только за те часы в зале, которые ты используешь, и, по большому счету, не нести ответственность за само помещение. Чего не скажешь о следующем варианте – аренда своего помещения. Этот вариант наиболее рискованный, так как, хоть это опять же и зависит от договора, но в основном на вас будет лежать ответственность за так называемый maintenance, то есть поддержание всех систем, и utilities, коммунальные сервисы, а также их оплата, то есть водоснабжение, электричество, вывоз мусора, а также позаботиться об обязательной проверке пожарной безопасности и многом другом. Для поиска недвижимости, будь то частный дом или помещение для бизнеса, в США существует целый ряд удобных сервисов в открытом доступе. Но рекомендация – уделить время и попробовать найти риэлтора по помещениям для бизнеса. Риэлторы берут свой процент от состоявшейся сделки, но, поверьте, толковый риэлтор, знающий все тонкости рынка, осмотра помещений, ведения переговоров и составления договора, того стоит. Несмотря на множество проблем, рисков и финансовую ответственность на пути к этому варианту, конечно, это то чудо, к которому рано или поздно мечтает прийти каждый тренер. Зал, доступный в любое время и оборудованный по собственному желанию. Полная свобода для творчества. Эх! И последний вариант, о котором мы сегодня поговорим, это стать частью благотворительной организации. Такой вариант снова подарит спокойствие и беззаботность во многих организационных вопросах, но также с большой вероятностью наделит вас определенными обязательствами перед выбранной организацией. Скорее всего, ограничит ваш график тренировок, а также не стоит забывать, что благотворительные организации – это организации, не получающие прибыль от своей работы. Соответственно, ваша зарплата, скорее всего, будет невелика, так же, как и перспективы ее роста и шансы нанять второго профессионального тренера для развития клуба. Из плюсов, скорее всего, у вас быстро наберутся клиенты, так как будет высокий так называемый бренд awareness благодаря выбранной организации, а также при этом варианте рисковать особо-то и нечем. Так что если вы не сильно мечтаете об участии в профессиональных соревнованиях, ваша главная цель – продвигать гимнастику в массы и так случилось, что вы смогли найти возможность примкнуть к благотворительной организации, это прекрасный шанс, за который стоит ухватиться. Так, с помещением вроде бы разобрались, но есть еще один важный шаг, который необходимо сделать перед подписанием договора – зарегистрировать свой бизнес. Как всегда, у всех штатов по этому вопросу свои цены и правила. Но в основном это делается в течение дня, заполнив несколько простых форм онлайн. Всю эту информацию можно найти очень просто, набрав в Google, к примеру, «How to register your business in», и не забудьте вставить имя нужного штата. Ищите сайт с окончанием government, что будет означать, что это официальный источник информации от органов управления. Как только с этим шагом разобрались, необходимо сразу же подумать о налогообложении. Возможно, многие слышали о том, что в США с этим все серьезно. Так вот, это и правда не шутки. И всем без исключения, и частным лицам, и бизнесам, необходимо регулярно подавать специальные формы и платить налог. Схема с налогами довольно запутанная, и, благо, существует профессия – CPA, что расшифровывается как Certified Public Accountant и буквально означает сертифицированный бухгалтер, то есть человек, который поможет заполнить формы и, самое главное, правильно посчитать, сколько налога нужно оплатить. Если вкратце, то налоговая система США звучит примерно так. Мы знаем точно, сколько ты нам должен, но мы тебе не скажем. Ты должен сам эту сумму угадать. Угадал? Молодец. Не угадал? Садись в тюрьму. Все, конечно, не настолько категорично, и в тюрьму вот так сразу вряд ли, конечно, посадят, но тема все еще серьезная, и проблем может возникнуть много. Также, если вы снимаете помещение, будь то самостоятельно или же с другим бизнесом, вам понадобится страховка insurance. Делается это тоже довольно просто. Или онлайн по поиску Insurance for Business, или со страховым агентом. В США очень развита страховая система, поэтому велика вероятность, что в одной из компаний, которая страхует ваше жилье, машину или здоровье, также есть опция страхования бизнеса. На первый взгляд, кого я обманываю, даже и не на первый. Страховая система очень непонятна и запутана со всех сторон. Но со временем начинаешь понимать минимально необходимые аспекты, или просто мириться с этим. И если вы прошли все ранее описанные круги ада, то последнее, о чем стоит подумать, это регистрация с федерацией. Так сложилось, что вообще существует две федерации, но на данный момент по факту активно функционирует только одна – USAG, то есть USA Gymnastics. Чтобы зарегистрироваться, вам нужно, во-первых, найти сайт федерации, затем зарегистрироваться самостоятельно как тренер. Для этого понадобится уделить немного времени и пройти несколько обязательных курсов, которые, к слову, нужно повторно проходить каждый год-два. Затем заполнить все данные для background check. Background check – это достаточно стандартная процедура проверки записей о человеке, таких как судимость, нарушение правил дорожного движения и тому подобное. Ее также нужно заполнять раз в несколько лет. И если за последние 10 лет вы проживали за пределами США, вам понадобится international, то есть международный background check, который делается в разы дольше и стоит в разы дороже. Только после этого вы сможете зарегистрировать свой клуб и добавить своих спортсменов.
И если вы досмотрели до этого момента, вы точно герой. Пишите, о чем вам было интереснее всего послушать, было ли что-то новое, а также если знаете что-то, о чем я не упомянула. Спасибо и всем добра!